Слово «тантра» у многих ассоциируется с магией и шаманством. У кого-то ассоциируется с сексуальными практиками. Сегодня мы выясним, верны ли эти ассоциации и что же такое тантра в отношении тибетского буддизма. А еще сегодня вы узнаете, кого из граждан России недавно официально признали воплощением тибетского ламы, кем в следующей жизни родится Далай-лама и где всегда можно посмотреть на тибетское искусство в Санкт-Петербурге. Отличная новость для нашей страны. Олег Филиппов, самозабвенно в течение 30 лет занимавшийся переводами важнейших текстов с тибетского для практикующих разных школ, был признан воплощением тибетского ламы Дондуба Дорджа, служителя и помощника открывателя духовных сокровищ Сангье Линпе. Свое буддийское образование лама Олег получил в Международном буддийском институте Кармапы. Интересно, сколько еще тулку было и будет рождено в России? Поясню для тех, кто не знает. Тулку – это перерождение учителя, который сделал в прошлых жизнях пожелание вновь воплощаться в мире людей, чтобы продолжать делать свои добрые дела на благо всех существ и передавать знания о Дharме. Что такое Дharma, мы рассмотрели в прошлом выпуске. А знаменитый буддийский лидер Далай-лама также высказался о своем перерождении. Возможно, он переродится женщиной в следующий раз, и не в Тибете. Но точно он решил определиться со своим следующим перерождением, когда ему исполнится 90. На данный момент ему 86 лет. В Санкт-Петербургском Эрмитаже все так же на 3-м этаже главного здания открыт отдел буддийского искусства. Помимо изысканной красоты, многие экспонаты несут особую энергию, которую мы называем благословением. Если вы решите ее посетить, то, наверное, сможете это сделать и в следующей жизни, но она стоит того, чтобы сходить и в этой. В Петербурге с буддийской культурой вы можете также познакомиться в музеях истории религий, Кунсткамере и других. А тему перерождений мы обязательно еще обсудим. А теперь давайте наконец рассмотрим, что же такое тибетский буддизм. Тибетский буддизм основан на Ваджраяне, самом быстром пути к просветлению. Вот что мы называем тибетским буддизмом, основанным на Ваджраяне. Ваджраяна – это санскритское слово, первая часть которого, ваджра или алмаз, символизирует нерушимость, а вторая – яна – колесница или путь, приводящий к состоянию этой алмазной устойчивости. То есть ваджраяну буквально можно перевести как «алмазная колесница». Синонимом этого сугубо буддийского слова является тантраяна. Тантра – это вплетение в ткань повседневного опыта, который переносит нас в наивысшие состояния. Например, очищать ум с помощью уборки или мытья посуды, или засевать приятные впечатления при дарении подарков. А сильные эмоции во взаимоотношениях использовать как топливо для развития. Это все, в общем-то, тантра. Очень близкое понятие тантры – мантраяна. Мантры означают защиту ума от негативных или бесполезных влияний. Это звуковая вибрация, пробуждающая в нас мудрость и активность природы Будды. А природа Будды, как мы помним, есть у каждого из нас. Повторение мантры связывает практикующего с полем просветленных вибраций, любви, мудрости, покоя, очищения и бесчисленных других качеств, необходимых в развитии. Один мой учитель, например, сравнивает мантру с набором телефонного номера, когда на том конце отвечает «Будда». В Махавирачана Амбисамбоди Тантре говорится, что мантра в физической текстовой форме – это тело Будды. В виде звука – это речь Будды, а смысл мантры, содержащей просветленную мудрость – это ум Будды. А сущность мантры – это объединение сочувствия и мудрости. Если человек считает, что произнесение мантры – это просто какой-то звук, то мантра будет не буддийской, а какой-то другой. В соответствии с этим тантрическим текстом считается, что для правильного повторения мантры необходимо 3 условия.
Первое – это благодарность и понимание, второе – это интерес, а третье – доверие. Тогда считается, что результат повторения мантры будет наиболее полным и завершенным. Мантру также нужно повторять полностью. В отношении тантраяны тантра очень стойко ассоциируется с соединением мужского и женского. На самом деле это соединение мужских и женских энергий, несущих определенные качества, соединение мудрости и сочувствия, пространства и деятельности, интуиции и рациональности. Считается, что если мы соединили и укоренили в себе союз мужского и женского, значит и достигли просветления с точки зрения тибетского буддизма. Для того, чтобы практиковать тантру, нужно всего ничего. Обладать чистотой видения спокойного ума. Кстати, успокоению ума мы обязательно посвятим один из наших следующих выпусков и подробнее остановимся на нем. Также понимать пустотность, то есть взаимозависимое возникновение по закону кармы. Об этом мы тоже обязательно расскажем в следующих выпусках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И, наконец, иметь хорошую связь с учителем, который уже достиг высот и может помочь нам дотянуться до его или ее уровня. Вообще Ваджраяну считают венцом буддизма, но у него есть фундамент в виде учений старейшин Теравада и учений бодхисаттв Махаяна. Первая из них рассказывает о законе причинно-следственной связи, то есть кармы, о правильном поведении и о спокойствии ума. Махаяна добавляет к этому понимание природы всех явлений, то есть той самой пустотности. Также здесь развивается стремление приносить пользу всем существам. Так что без понимания предыдущих учений тантра – это как стул без ножек, то есть совсем и не стул. Про Тераваду и Махаяну мы обязательно расскажем вам в следующих выпусках. А сейчас давайте спросим у Буддолга, что значит тантра с точки зрения науки. Тантрические методы присутствуют в самых разных духовных традициях. Помимо тибетского буддизма, особенно ярко они есть в индуизме, даосизме, шаманизме, даже в суфизме, одном из течений ислама. И в христианстве мы тоже находим традиции отождествления с Христом, что очень похоже на практики отождествления с ламой или гуру в тибетском буддизме. Но кажется, что во всех этих традициях используются некие общие качества человеческой психики. Исторически сложилось так, что в Индии, где буддизм возник, постоянно проходили войны, и буддизм там почти исчез уже в XIII веке. Однако в течение нескольких веков до этого поучения были во всей полноте перенесены в страну снегов, в Тибет. И в первую очередь как раз были перенесены именно тантрические методы. Благодаря тому, что все люди разные по способностям, характерам и восприятию, в Тибете образовалось несколько разных школ. 4 крупнейших – это Нингма, древняя, это Кагью, линия устных наставлений, Сакья, которая названа по имени местности, и Гелук, традиция добродетелей. К ним также можно добавить 5-ю, Бон, чьи корни уходят в далекую дописьменную древность. Каждая из этих школ в свое время политически преобладала в Тибете, как, например, последним лидером является Далай-лама, представитель школы Гелук. Мы расскажем вам о всех школах, но напишите, пожалуйста, в комментариях, с какой вы бы хотели начать. В XIX веке также возникло движение Римэ, внесектарное движение, созданное для того, чтобы показать свободу выбора, различие интересов практиков с разными потребностями. Ри – сторона, ме – не иметь, то есть не имеет какой-то стороны. Функция движения Римэ – подчеркнуть различия школ. Как сказал один мудрый учитель, это праздник различий. Наш канал симпатизирует движению Римэ, и поэтому тем практикующим, которые смотрят нас, мы предлагаем в комментариях оставить ссылки на ресурсы ваших буддийских школ, центров и учителей. Ведь так важно найти свой путь, своего учителя и своих друзей на пути. Давайте вместе поможем тем, кто ищет. Мы все-таки стремимся к одной цели. Мы хотим поблагодарить наших патронов и спонсоров, которые позволяют устанавливать и развивать буддийские связи через наш канал, объединяя санхи России и других уголков мира. А теперь наша рубрика вопросов и ответов. Передаю большой привет сообществу в Фейсбуке «Дзен с улыбкой». Ребята, вы самые активные.
И, конечно, в таком сообществе сразу нашлась тема для разговора о постепенном и спонтанном просветлении. Но такой спор уже не новость. Еще в самом первом тибетском монастыре Самье были организованы дебаты между индийцем Камалашилой, который защищал теорию постепенного достижения просветления, и китайским монахом Махаяной, который защищал спонтанное просветление. Считается, что тот, кто проигрывает дебаты, становится учеником выигравшего, поэтому спор разразился серьезный. Он длился годами и так ничем и не завершился, потому что один из представителей уже ушел из жизни. Но пришли все-таки к такому мнению, что сначала идет постепенное развитие к просветлению, которое завершается уже спонтанным. Еще, конечно, задавали вопросы о том, кто я-то такая. Я все надеюсь, что кто-то посмотрит в описании видео, но, видимо, придется рассказывать о себе здесь, сидя перед вами. Раскрою тайну. Я сертифицированный буддолог, закончила Международный буддийский институт Кармапы. Институт находится в Дели, в Индии, стране, в которой буддизм взял свое начало. Институт представляет собой монастырь и офис его святейшества Кармапы Тайдорджа. С его благословения мы и запустили этот канал. А теперь давайте продолжим разбирать ваши вопросы. Если буддизм не религия, а учение, я могу сказать, что я атеист? В буддизме признается существование богов, но их блаженство временно. При этом Бог-создатель недоказуем, то есть буддисты с атеистами в этом смысле единодушны. Можно много рассуждать на вечные темы, но буддисты предпочитают заниматься делом, познанием ума в медитации. А так-то и христианин может быть хорошим буддистом. Например, в одном бельгийском католическом монастыре практикуют ежедневно дзенские медитации. Женя, расскажите, пожалуйста, что такое мантра, как звук мантры влияет на человека, на его тело и на его состояние. Сегодня в нашем выпуске мы уже ответили на ваш вопрос. Могу добавить единственное к вышесказанному, что слышала об исследованиях, которые ученые проводили с водой. Оказывается, структура решетки воды может меняться в зависимости от того, какая музыка рядом звучит. Как вы знаете, мы тоже состоим из воды. Надеюсь, это даст вам дополнительную информацию для размышления. Также мы получили несколько уточнений, что Будда был из племени Шакья, а не Шакьямуни. Совершенно верно, Шакья — это название племени, а Муни означает «мудрец». Наша команда очень рада узнать, что нас смотрят такие глубоко копающие и интересующиеся темой личности. Мы благодарны тому, что вы с нами, и предлагаем почаще комментировать наши видео, чтобы все могли узнавать интересную информацию, исходящую из ваших уточнений. И как сказал Миларепа, пусть все, кто искренне стремится к истине, будут ограждены от препятствий и задержек на пути. Ждем ваших новых вопросов, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами была Женя Драй. До новых встреч!